есть немножко, и сегодня первый, наверное, ролик, когда я буду его снимать вот в этой прекрасной футболке. Обычно я нахожусь там в кофте с ушками, но сегодня решил поэкспериментировать и снять футболки. Не знаю, уж напишите в комментариях, как вам такой вот образ, такой формат, типа такой более домашний, да и тем более видосик будет без монтажа. В общем, о чем сегодня будет видос? Я в своем телеграм-канале. Антошка, кстати, кто еще не подписан, ребята, подписывайтесь, вот QR-код. Я вас там буду всех ждать. У нас пока что там 2400. Че так мало-то? Давайте подписывайтесь. У нас здесь 104 тысячи, а там всего 2. Что-то не дело какое-то, да? Вот, короче, я в своем телеграм-канале оставил пост, в котором вы могли оставить свой вопрос и задать его мне, а я лично прямо сейчас в этом ролике, прямо сегодня отвечу на него. Я открываю комментарии, здесь их 55 штук. Они все, ну, тут кто-то уже отвечал на какие-то другие комментарии. В общем, найду сейчас вопросы и буду на них отвечать. Это типа вопрос-ответ из моего телеграм-канала. Вот, так что подписывайтесь, если хотите участвовать в таких роликах. Вы вот, кто смотрит этот ролик, если вам это интересно. Let's go, погнали! Отвечаю на ваши вопросики. Первый вопросик задал Володя. С него мы начнем, поэтому я его называю Володя. У него ник Володя. Логично, логично. Let's go. Что планируешь снимать, Володя? Ты по-любому сейчас смотришь этот ролик. Ты задал мне этот вопрос. Что я планирую снимать? Сейчас хочу начать больше в свой контент добавлять новшества, а именно добавлять контент с машинами. Вот первый ролик был с BMW, с BMW. Вам он очень сильно понравился. К сожалению, ролик вышел коротким. Но, блин, материала, ребята, у меня было на 37 минут, представляете? И из этих 37 минут ролик получился всего на 7 минут, и то я его чуть-чуть еще растянул, потому что я старался делать типа быстрые звуки, а не такие плавные, мягкие, старался все быстро показать, да и чтобы человека не отвлекать, поэтому старался быстро все записать, поэтому ролик получился такой короткий, поэтому я хочу в свой контент машину, ну типа тематику с машиной добавить, поэтому ждите следующий ролик, вы писали там в комментариях, чтобы я заснял со следующей машиной, это Mercedes, и со своей машиной, а у меня машина ВАЗ-2107, семерка, уж не знаю, насколько вам это понравится, напишите прямо в комментариях здесь, ждете ли вы такой ролик или нет, мне будет интересно почитать. Но там он будет очень смешной, потому что машина не люксового класса, а такая обычная повседневная машина, что там ожидать. Ну а АСМР будет смешной. Я думаю, вам бы понравилось такое. Но напишите, мне интересно почитать об этом. Поэтому тачки ждите, скоро будут в контенте все больше и больше появляться. Вот, может быть, что-то из этого получится. Потом свою себе куплю. Класс. Let's go дальше. Мне вот встает вопросик. Бантик и звездочки. Говорит, ты женат? Я не женат, я, кстати, уже об этом отвечал. Вот у меня есть такое вот кольцо, это спаси сохрани, это левая рука. У меня здесь кольцо спаси сохрани, правда, но вот видите, оно у меня уже треснуло. Надо купить новое, но я что-то никак не могу сходить. Вот видите, хожу пока вот так. Уже даже не держится и кольцо на этом пальце. Как-то так, поэтому нет. Следующий вопрос. Что там по приставам, ребята? Это такой моментик, вы точно об этом не знаете. У меня, короче, есть штраф, и мне заблокировали все мои счета, поэтому мне нужно будет выплачивать 20 тысяч рублей, чтобы с меня сняли арест. Поэтому сейчас пока что все решаю этот вопрос. Это все очень долгий, это очень долгая вся процедура, поэтому пока что никак, ребята. Вот. Let's go. Следующий вопрос. Где ты живешь? Какой ты национальности? Ну, наверное, русский. Наверное, русский. Я живу в Нижегородской области. Я русский, не знаю. Посмотрите, я русский. Я иду до конца. Ну, короче, вот. Не знаю. Не знаю. Национальность, что это русский, да? Короче, не силен. Тупой какой-то я. Какие у тебя любимые триггеры? Вот Сырок стоит вопрос, какие у меня любимые триггеры. У меня любимые триггеры, ребята, это дождик, иголочки с как это называется штука, поп-фильтр
из немногих триггеров, который может промурашить даже меня, который, ну типа я, который делаю этот триггер. Когда ты делаешь триггеры, тебе тяжело какой-то кайф испытать. Поэтому дождик и иголочки с пенкой на поп-фильтре. Вот. Рассказываю следующий вопрос. Здорово, Антошка. Смотришь кого-нибудь из зарубежных АСМР-артистов? Ребята, я вообще очень редко что-то смотрю в стиле АСМР. Я могу, там, если мне попадется какой-то ролик, там есть такой мужик бородатый, он похож на, знаете, на Тора. Ну, типа, я не знаю, каким образом, но он прям вот реально, у него лицо такое похожее. И вот он делает какие-то прикольные штуки, какие-то звуки. Мне просто интересно посмотреть это визуально, как это все выглядит. Мужику там за 30 лет, а он типа делает АСМР вот такой вот брутальный и типа что-то такое как-то необычное. Вот иногда могу такое посмотреть, если мне попадется в ленте. Но так, чтобы я гуглил, искал что-то там, АСМР, бородатый мужик, такого не было. Вот поэтому особо зарубежных АСМР-артистов я не смотрю. Следующий вопрос. Здравствуйте, Антон. Как жизнь, как дела с судом? Какой посоветуешь микрофон? И я килька. Я не килька, квачку альгон, это тоже не про меня. Жизнь идет потихонечку, коплю на машину, разбираюсь с судами, с арестами моих счетов и так далее. Поэтому все идет потихонечку. Какой бы я микрофон тебе посоветовал? А посоветовал бы такой же, как у меня. Называется он Blue Yeti. Хороший микрофон на самом деле, реально. А у меня еще был АКГ какой-то, вот он до сих пор у меня есть. Но я записывал 4 ролика назад, вы сказали, что он очень громкий. И у него очень высокие такие, как-то ну типа он пищит очень жестко, типа высокие ноты. В общем, вам это не понравилось, поэтому я записываю все сейчас ролики на Blue Yeti. Вот как-то так. Следующий вопрос. Какие самые ужасные фильмы ты посмотрел на стриме? Кстати, да, мы на Твиче смотрим фильмы. Сегодня, кстати, будет стрим. Если что, заходите, будет фильм. Прям вот как только я выкладываю этот ролик, заходите бегом на Twitch. Ссылка будет здесь в описании. Мы сегодня смотрим видос «Искатели могил 2», вторая часть, ужастик. Будем смотреть, обсуждать фильм. Вот, залетайте. Какие самые ужасные фильмы я смотрел? Самые ужасные. Вот, относительно недавно, где-то неделю назад, смотрел фильм, называется «Ужасающий 2». Там одни, короче, если вы, например, хотели бы посмотреть этот фильм, там с пиццей, например, да, будете кушать пиццу, смотреть этот фильм, я не советую вам вообще есть. Там просто отвратительные кадры, которые могут вызвать у вас даже рвоту. Вот как-то так. Короче, «Ужасающий 2». Это что-то с чем-то. Следующий вопрос. Кто из вас старше, твоя сестра или ты? И насколько? Насколько не буду говорить. Но, ребят, я старше. Я старший братик. Ауф. Вот. Дальше следующий вопрос. Мукбанг, крабовые палочки. Это даже не вопрос, это просто Кирилл просто написал мукбанг, крабовые палочки. У меня такой, кстати, ролик есть. Мукбэнг, вот. Дальше. Расскажи, есть ли девушка, есть ли планы на создание семьи? Татьяна, это такой вопрос очень личного, наверное, характера даже. Особенно на создание семьи, вот это вот всего. Ребята, пока что у меня есть цели, которые я хочу достичь в своей голове. Девушка у меня есть, но на создание семьи нужно к этому, я думаю, что прийти постепенно. Сейчас пока что у меня есть определенные цели, к которым я хочу прийти. Вот как-то так. Следующий вопрос. Сделаешь отдельный ролик «Звуки рта». При этом, если вы напишите, очень много комментариев будет про то, что заснять такой ролик. Я, конечно, засниму. Пока что все сомнительно, потому что только ты один хочешь, чтобы я заснял такой ролик. Если, ребята, вы хотите только звуки рта, там что-то вот типа такого, да, там шепота неразборчивого и такой вот. У меня такой был ролик 3 месяца назад. Что-то 30 минут или 20 минут шепота я снимал. Если хотите, засниму вам там 3-ю или какую часть. Вот, новый фон поставлю, все сделаю прикольно. Если хотите, засниму. Следующий вопрос. Витя пишет, кто такая сестра? Сестра, ну это твой родной человек. Ну, короче, у меня сестра, я Мили. Она тоже АСМР снимает, вот.
Это моя сестра. Следующий вопрос. Будут еще стримы в ТикТоке Лишайник? Ребята, кто не знает, у меня есть ТикТок аккаунт, и я, так скажем, перестал записывать, не записывать, а вести стримы в ТикТок, потому что, короче, пропал очень жестко актив. ТикТок перестал выкладывать меня там в рекомендации, да, вообще абсолютно. Меня смотрят узкий круг людей, там 100 человек, 200, там иногда 300, это уже радость. Ну, типа в ТикТоке там подписано 1 700 000. Я знаю, что некоторым ребятам просто уведомления не приходят на стриме. ТикТок не дает уведомления этим ребятам, которые на меня подписаны. И мне из-за этого так стало грустно. И я в один момент принял решение, что я пока перестану запускать стримы, пока ТикТок не наладит со мной отношения, так скажем, или я с ним не налажу, буду выкладывать ролики. Вот на протяжении 4 месяцев, наверное, уже я выкладываю только ролики в ТикТок. Они вроде как начинают набирать какие-то там просмотры, вроде как что-то начинает получаться. Ребята уже начинают писать там в комментариях, типа, когда стрим, когда стрим. Поэтому я думаю, планирую возобновлять. Только нужно найти для этого время определенное и спустить, так скажем, тестовый стрим. Посмотреть, сколько нас там будет человечков. Поэтому стримы будут. Let's go. Следующий вопрос, хотел сказать, стрим. Как насчет стримов ИРЛ? Ребят, кто не знает, ИРЛ стримы — это стримы, когда я иду по улице, гуляю, и в этот момент веду стрим, разговариваю с вами. Это было бы круто, если вы бы смотрели такой стрим. Если вы будете смотреть такой стрим, вы зайдете на него. Я с радостью буду делать такие стримы. Мне только в кайф. Вы об этом только напишите, если вы хотите. Без проблем, ребята, без проблем. Следующий вопрос. Какую именно хочешь BMW? Ребята, сейчас покажу. Прям достану. Вот у меня есть наклеечки. Вот я даже наклеечки купил. Вот видите, да, там BMW, все дела. Вот у меня даже есть вот такой вот ключ от BMW, только это не настоящий, это муляж. Вот такой, да. Да, я хочу BMW M4 F82 Competition. Кубани тур, как говорится, такая машина стоит 6 миллионов рублей. Как двушка в моей деревне, трешка даже, трехкомнатная квартира. Но я хочу такую машину накопить каким-то образом, каким-то чудом. К этой машине прийти, у меня есть цель. Я буду идти к этой цели. Не знаю, получится или нет. Но я просто к ней иду. Я понимаю, что она почти как будто бы нереальная, но можно же накопить на все. И на это тоже. Поэтому копим сейчас. Иду. BMW M4. Поехали. Следующий вопрос. Антох, Шарик на связи. Вопрос. Планируешь ли ты вторую часть коллаба с сестрой в ближайшее время? И как думаешь, хорошо ли стрельнул тот ролик с Настей? Да, как бы с сестрой коллаба еще одна планируется. Я думаю, что на Хэллоуин мы вам заснимем интересный ролик. Поэтому на Хэллоуин, ребята, ждите АСМР с сестрой. Коллаба будет. Думаю, что вам такой зайдет. А насчет того, что стрельнул в барбершопе, типа этот ролик или нет, ну, можно сказать, что да, но этот ролик еще наберет просмотры. Я думаю, что спустя полгодика там будет 1300 просмотров, если не 500 000. Поэтому он потихоньку будет набирать просмотры, потому что сам по себе ролик смешной получился. Следующий вопрос. Будет ли второй канал на ютубе с играми без цензуры или по другой тематике? Да, будет. Я уже об этом говорил, что хочу создать канал, что-то связанное с машинами, что-то, короче, делать. Хочу еще как-то развиваться. Поэтому будет. Вы об этом узнаете, если я этот канал создам. Так что ждите, родные. Следующий вопрос. Тох, запиши ролик Room Tour. Это даже
я не знаю, это вопрос, не знаю, считать ли это вопросом. Я потому что такой ролик уже снимал. Да, когда я снимал этот ролик, у меня не было такого компьютера, не было такого стола. Но по сути квартира та же самая, ничего не поменялось. Живу в этой же самой же хате, поменялся только компьютер и стол компьютерный, все. Поэтому можете найти у меня здесь в ютубе рум-тур по моей вот этой вот квартире, в которой я живу на съемке. Так, давайте поищем, что еще здесь. Короче, я не могу придумать нормальный вопрос. Это Квинти Глеб пишет: скинешь 15 рублей на пачку кириешек. Кидай карту. 15 рублей чай найду. Но у меня, правда, счета заблокированные. Значит, не найду. Следующий вопрос. Антошка, у тебя есть домашние питомцы? Если нет, то планировал кого-нибудь завести. Это пишет Полина. Полина, привет. Домашние питомцы есть. Можно ли считать его домашним питомцем, который вот постоянно ходит, где-то бродит? Это ежик. Африканский ежик африканский. Он, короче, постоянно спит, этот ежик. Вот бегает на колесе ночью, кушает ночью, пьет ночью, сикает, какает ночью. Поэтому можно ли считать его домашним питомцем? Наверное, можно. Но он больше спит в своей норке и вылазит только ночью, когда я, по сути, плюс-минус сплю. Так что, да, есть. Так, смотрим еще вопросы. Кто твой любимый ютубер или стример? Любимых нету. Есть просто определенный вид блогеров, которых я смотрю периодически. Но прям, чтобы я от кого-то прям вот жестко вот так фанател, прям нету. Смотрю Дима Масленникова. Кого там еще? Да, наверное, особо никого больше. Дима Масленников. Лайскил, следующее. Сколько подписчиков ты хочешь набрать на данный момент? И за какой срок? Неверикс пишет. Здесь на ютубе хочется 1 миллион, ребята. 1 миллион подписчиков. Не знаю, за какое время я это наберу. Сейчас посмотрим, как у нас будет продвигаться наш канал, как будут залетать ролики. Если все получится, то может быть через годик. Может быть через 2. Фиг его знает, ребята. Было бы круто, если бы через годик у нас здесь был 1 миллион. Это сообщение получается себе в будущее. Вот. Если, Антоха, у тебя сейчас уже 1 миллион, напиши об этом в комментариях. Что типа, ура, у меня 1 миллион. Да. Let's go. Здорово. Почему после начал снимать СМР, а не ролики, как раньше про КС и разные смешные ролики? И какую бэху хочешь? Это уже отвечала, на какую бэху хочу. Почему начал снимать СМР? Мне уже задавали этот вопрос уже много раз. Просто потому что снимала сестра, и я решил тоже попробовать. Let's go. Следующий вопрос. Привет, какие планы на будущее? Как учился в школе? Кем хотел стать? И я хотел стать в детстве шеф-поваром. Готовить вкусную еду и делать Вот. Какие планы на будущее? Да накопить на машину. 1 миллион в ТикТоке, 1 миллион в Ютубе, а дальше будет видно. И как учился в школе, ребята, до 5 класса я был пятерочником, просто задрот по учебе. Но потом появился компьютер, и я все забыл прекрасным образом, я все забыл. Let's go. Следующий вопрос. Как дела? Максим пишет. Ты потихонечку, все нормально. Let's go. Следующий вопрос. Какие любимые компьютерные игры? Ребята, давайте, знаете, как я вас спрошу. Ну, у меня любимая компьютерная игра, она меня, конечно, сильно бесит, но я люблю CS2, Counter-Strike. Она меня периодически бесит, я периодически ее забрасываю, но все равно к ней возвращаюсь. Не знаю почему, но вот просто это вот такая игра, которая вот хочется в нее заходить периодически, вот хочется там побегать, да, поугарать как-то. Вот CS2. А так, хотел бы вас спросить, кто смотрит сейчас вот до этого момента, мне интересно спросить у ребят, скажите, пожалуйста, что лучше, Counter-Strike или Valorant? Мне интересно посмотреть, кто за Valorant, а кто за CS. Какая часть аудитории, типа, у меня. Поехали. Следующий вопрос, если он тут есть. Сейчас читаю. Антошка, в какой стране хотел бы побывать, кроме России? В Арабских Эмиратах хотелось бы побывать. И это вроде все или нет? Если у тебя машина, за сколько покупал? У меня машина. Ярик, привет тебе. У меня машина есть.
107 семерка такого голубоватого цвета уже ржавеет, но она у меня есть. Так, ну и что, Антон, пожалуйста, используй триггер ложечки. Сегодня вопрос-ответ, братик. Поэтому вроде как все. Это все вопросы. Все вопросы, вот я их читал сейчас. Вот они были здесь. Так что, ребята, подписывайтесь на телеграм-группу. Вот такая у меня там аватарка сейчас на данный момент стоит. Сейчас бы как бы вам, я не знаю, показать. Типа, я здесь, наверное, QR-код закреплю. Вот. Подписывайтесь на нашу телеграм-группу. А то у нас что там 2400, а здесь 100 тысяч. Давайте сделаем там 1005. Чтобы нас там было. Я туда всякие фейлы буду выкладывать, смешные моменты в видосиках, которые я монтирую. Там какие-то фейлы, может быть, будут. Так что подписывайтесь, ребята. Вот такая была болталка, вопрос-ответ из телеграм-группы. Спасибо большое, что посмотрели. Кто не подписан на телеграм, кто смотрит сейчас видос, а таких большинство, подписывайтесь, пожалуйста. Вы мне поможете добить цель. У меня цель для телеграма это 10 тысяч. Это прям очень было бы круто для меня. А дальше там как пойдет, не знаю. Поэтому подпишитесь, пожалуйста. Я там не выкладываю постоянно какие-то посты. В основном все по делу. Поэтому буду благодарен за подписочку. QR-код будет вот здесь. С вами был я, Антошка Стерео немножко. Всем пока. И заходите сегодня на стрим на Искателя могил 2, на вторую часть страшного ролика.